Друзья мои, всех приветствую на своем канале. Давно хочу вас познакомить со своей новой орхидеей. Это орхидея Уценко. У нее очень интересная история. Она мне обошлась в 100 гривен. Эту орхидею я купила на распродаже в одном небольшом, но симпатичном цветочном магазине. Этот магазин в основном торгует букетами, композициями. И орхидеи не есть их основной товар. Это, как они мне объяснили, дополнительно там они покупают десятку, когда 10, когда, ну, в общем, палетку орхидей. В основном это микс. И когда они отцветают, если орхидея не куплена, очень неплохой, как вы видите, кустик, немножко травмированный. Есть такое. Сейчас я его извлеку с его этажерки, поставлю вот сюда и расскажу вам историю этой орхидеи. Они, вот эти орхидеи, которые отцветают, уценяют, ставят цену 100 гривен. Раньше было, наверное, того меньше. И, в общем-то, клеют на горшочек бумажечку. Там белая, желтая, фиолетовая, в крапинку, в полосочку. Ну, в общем, вот так вот. То есть девочки не заморачиваются в названиях. Они говорят, это наш как сопутствующий товар, поэтому хотите берите, не хотите не берите. В общем, я зашла и обратила внимание, что отставлено в сторону штучек 5-6 орхидей в очень плачевном состоянии. И две из них вот такие, два крепеньких, с большим количеством листовых пластин кустика. На этой орхидее была прикреплена на горшочке бумажечка, на которой было написано ярко-бордовая. И все. Вот такой опознавательный знак. Горшочек был от производителя, от садовника, обернут бумагой. Но увидев такой шикарный, неплохой кустик, я, конечно же, не могла его там оставить. Корни я не видела, но я попросила снять обвертку, мне разрешили, и моему взору предстала вот такая вот симпатичная картина. Вот сейчас уже у меня, прожив месяц, эта орхидея разбудила корневую. Видите, она начала рост своих корешков. Вот завтра мы будем поливаться. Вот в таком состоянии, девочки, еще терпимо. Еще не пересыхает. Есть испаринка, но уже можно полить. Поливаю я ее нижним поливом, так как у нее корни доросли до низа горшка. Я вот в это приспособила ведерко. Я ставлю сюда, наливаю сюда на пальчик водички, помещаю орхидею и вуаля, она с удовольствием пьет предоставленную ей влагу. В общем-то, смотрите, что было с этой орхидеей. На момент покупки она вот и была в таком состоянии, но листик только-только проклевывался, и вот так были обрезаны, немножко были деформированы, травмированы листья, и вот так были два цветоноса обрезаны. Видите? Вот два обрезанных цветоноса. Я спросила продавцов, вы обрезали цветоносы по причине того, что они отцвели? Они сказали нет. Эти цветоносы пошли как срезка в букеты. В общем, девочки, вот такой вот интересный факт, что заглядываете, ну, что я хочу донести, что заглядываете в цветочные магазины, очень часто цветоносы орхидеи еще свежие, цветущие, пышно цветущие, используют для букетов, для составления букетов. И поэтому как бы вот это все, что, значит, вершки срезают, а все, что осталось, идет, как в моем случае, в оценку. Ну, в общем, было приятно, я удивлена.
говорю, ну, ярко-малиновая, не ярко-бордовая, ярко-малиновая было написано. Единственное, девочки, вот хочу сразу вам показать, я ее притащила, она у меня уже месяца полтора живет, видите, ожог на листе. Я поставила, у меня южная сторона, и так как я не подумала, что орхидея содержалась в таких полумрачных, в полумраке, и я поставила на окно, решив, что уже глубокая осень, что солнце уже не активное, но не тут-то было. Посмотрите, осенний ожог на листе орхидеи. Я, конечно, была в шоке от того, что орхидею можно обжечь даже в глубокой осенью, понимаете? Ну вот, теперь переставила ее сюда на полочку. Она стоит поодаль от окна, а каменная роза стоит и ничего не происходит, она привыкшая. Ну, в общем, девочки, я сначала, как бы, ну, малиновая это и малиновая. Потом я изучила надписи на горшке. Ну, подумала я, какие-то, как всегда, фаленопсис написано, цифровой буквенный код. Ну и вот я навела резкость и сумела прочесть название сорта. Это, кстати, иногда делают производители, но в последнее время не часто. И название этого сорта Joy Ride, как бы веселая прогулка. Веселая прогулка. Я, конечно же, Google в помощь, посмотрела, можете тоже глянуть на эту красотку. Вы знаете, это такая интересная орхидея, интересный сорт. И я смотрю, что и куст у нее такой достаточно, такой, знаете, приличный, такой вот мясистые листья. Очень такая интересная розетка, компактная. Корневую она растит с удовольствием. И цветет она такими действительно ярко-малиновыми крупными цветами. В общем, девочки, вот такая вот моя покупка за 100 гривен. Я считаю, что, дождавшись цветения, мы с вами оценим, на что способен этот сорт. Но так как она недавно цветущая, она сейчас занялась своим листиком, своими корешками. Сейчас ждать цветения навряд ли. Так, что там, коринка попала. А нет, это ж вот это вот повреждение. Вот много повреждений на листах. Не знаю, что с ними делали. Но, в общем-то, мне очень понравилось в этом магазине, девочки. Буду заглядывать. Вот что я вам хотела рассказать. Но единственное, что это, как знаете, игра в неизвестность. Потому что ты, ну, в принципе, как и большинство уценок, покупаешь, не знаешь что. Но здесь хотя бы вешается ярлычок белое с указанием цвета. В общем, хотя бы будет понятно, в какой цветовой гамме двигаться. Но я так понимаю, девчонки, пока я не пересаживаю, ей там еще комфортно. Вот вы скажете, ой, все, бегом пересаживать. Нет, девочки, пускай она еще порастит свои корешки. Я даже не стала делать. Я заметила, что она очень любит попить, потому что у нее много листьев, идет испарение. И вот она очень быстро водичку выпивает. Ой, смотрите, какие новые корешки. В принципе, да, руки чешутся. Вот это вот первый признак того, что можно пересаживать. Но не будем, пока не будем. Она уже адаптировалась. Уже, вот видите, только адаптировалась, пошел листик, пошли корешки. Все, она приняла условия моей квартиры. Наш солнечный такой. Единственное, вот что, конечно, со светом мы переборщили. Так сказать, бросили ее сразу в объятия солнечных лучей, что ей не понравилось. Но корешки она вот растит, вот такие у нее симпатичные, видите, кончики растущие. Поразбудила много корешков, но есть у нее куда расти, пускай осваивает дальше горшочек. А потом буду смотреть, конечно же, по мере роста корневой и листовой пластины буду смотреть. Девочки, я, конечно, с большим желанием хочу, чтобы она процвела, но я понимаю, что красотке надо отдохнуть,
Поэтому пускай отдыхает, набирается сил, стимулирует ее чем-то там этими монофосфатами я не буду. Не буду ее трогать, пускай отдыхает, пускай наращивает еще листовые пластины, потому что каждая листовая пластина, каждая вот эта междоузлие, так скажем, да, это перспектива на цветение. Вот там, где уже цветоносы есть, навряд ли оттуда уже все. Оттуда уже не будет никакого роста цветоносов. Только корешки. Вот корешки, кстати, она не у меня, но вот есть корешки у нее. Нарастила еще у садовника. И вот чем выше будет формироваться шейка, видите, тоже вот это вот, видите, это тоже ожог солнечный. Вот так вот наше южное солнце не щадит наши цветочки. Если не приучать, вот если с зимы, с ранней весны поставить орхидею на солнечную сторону, и она будет постепенно привыкать к солнечному свету, ничего подобного не случится, девчонки. Где этот листик? Вот. Как только просто не привыкшую орхидею вынести на яркое солнечное освещение, даже, как в моем случае, поздней осенью, вот такое вот имеем. И этот дефект листа уже ничем не уберешь. Этот отек, ожог, он был намного больше, немножечко он стух. Ну ничего я, девочки, не сделала. Кто знает какие-то рецепты, что делать, первую помощь, как скажите. Но я уже поздно я уже кинулась, когда уже был явный ожог, уже был на листе. Ну, в общем, надеюсь на новые листики. Посмотрим, какой размер она выдаст листа следующего. И я буду с нетерпением ждать ее цветения. Я тоже очень, девочки, люблю обычные стандарты, особенно если крупные, если насыщенный глубокий цвет. Это всегда классно и красиво. Хочется увидеть от нее хорошего, красивого цветения, потому что розетка достаточно сильная и достаточно много листовой массы. Это, я думаю, тыкали цветонос, девчонки. Пытались, когда ее прикрепить, поцарапали ей листы. Везде вот тут, видите? Ну, в общем-то, такая вот моя покупочка. И сказала своей знакомой, она говорит, я давно там уже захаживаю. Я вот так вот. Ну, буду знать. Но там редко бывают какие-то такие, знаете, прям такие интересные сорта. Редко бывают. Там в основном такой микс. Обычные, нами всеми знакомые, всем нам обычные сорта. В общем, все, девчонки, рассказала вам про свою новую старую новинку, что она у меня есть, что как она ко мне попала. Решила я ее запечатлеть, потому что это как бы история. Будем ждать ее цветения. И хочется очень сильно просто оставить память о том, как она попала ко мне, как она попала на мой канал. В общем, разные истории бывают с нашими орхидеями. В общем, обнимаю вас всех. Всем пока-пока. Ждем цветения.